Надо было Поднебесному сюда. На сиденьях что-то происходило, даже ручки спиздили. Еще наркоманы. Чел идет в носках, он вообще только в носках. Бедняга. Блин, мы будем на одной сцене стоять, где стоял Лиам Галагер. Как у многих людей, которые играют в рок-группах, моей мечтой было отправиться в гастрольный тур. Мне хотелось на собственной шкуре прочувствовать, каково это каждый день играть в новых городах, в которых ты иначе бы никогда не побывал, если бы не твоя рок-группа, знакомиться с людьми, которые приходят на твои концерты. И вообще вся эта романтика рок-н-ролльной жизни, которую я видел до этого только на картинках кинофильмов, казалась мне безумно привлекательной. В прошлом году моему музыкальному коллективу выпала возможность разогревать британскую метал-группу Wargasm в качестве их европейского тура. Группа Wargasm хоть существует и сравнительно недавно, однако за свое короткое существование они уже успели объездить весь мир. Я без преувеличения скажу, что такая возможность для меня просто стала исполнением мечты, и я увидел изнутри, как на самом деле выглядят рок-туры профессиональных метал-групп. В этом видео я без прикрас покажу вам всю изнанку подноготную жизни в туре, о том, каково это быть маленькой рок-группой, гастролирующей с уже успешными ребятами. Присаживайтесь поудобнее и поехали! Лично у меня любой гастрольный тур всегда ассоциировался с этими большими туровыми автобусами, в которых рок-группы ездят по всему миру. И в нашем туре тоже был такой найтлайнер, но не у нас, к сожалению. У нас все было немножечко скромнее. Мы тоже ездили на автобусе, однако это был микроавтобус. Я бы даже сказал микро-микроавтобус. Прошу вашему вниманию Ford Transit 2003 года. Ну что, вот это наш автомобиль. Места хватает вроде, надеюсь. Как бы это такой family van, семейный как бы такой van на 7 мест, но задние 2 места убраны, чтобы мы могли вещи положить. О, внутри тут, ну, поживший, короче. На сиденьях что-то происходило, пацаны, определенно. Есть столик для еды. Это на самом деле must have в дороге. Это топ. Блин, тут можно CD даже поставить. Тут только можно CD. То есть мы без музыки будем ехать? Ну, типа. Будем радио слушать. Всякое австрийское, блин. Чел, мне кажется, сейчас сиденье сломаешь. Ты что-то там сейчас сломаешь, бро. Чел, ей 20 лет, не мучай машину. Нет, наоборот, не видно, если мучить дальше будет. На чем она ездит? Сейчас посмотрим. Дизельная машина, окей. Они шкрябали ее или что? Ключом таким, типа шик-шик-шик. Комфортнее, чем в тот раз, по крайней мере, на ногах не нужно будет вещи никакие вести, я надеюсь. Это первый как бы день обзора. Через неделю поездки я дам как бы вердикт машине. Пока что 5, не, ладно, 6 из 10 даем. Минус 2 пункта за то, что нет музыки. Минус 2 пункта за то, что нет музыки, и одновременно плюс пункт за то, что нет музыки. Некоторую музыку не очень хочется слушать. Так, в принципе, блин, мест для ног хватает. Я не очень высокий, но как бы в целом комфортно, да, можно вот так взять, похавать, типа. Первым городом нашего тура стал город Гамбург. Весь путь из Вены до Гамбурга занял нас около 11 часов. Ситуация такая, мы сейчас, короче, в Праге покушаем, поедем дальше. Встретили вот братишку Мирея. Тебе вопрос, пельмени со сметаной или пельмени с майонезом? Ой, я не люблю майонез, со сметаной. Сметана, и сметаной. Пельмени со сметаной или с майонезом? С маслом. Масло топ, тоже топ. Немножко. А жареные пельмени? Жареные пельмени люблю. Ну это уже скупская типа тема. Знаешь, такое, вот эти выложить их все на сковородке, как блинах вот так вот хуярить. Они сейчас пригорят. Корочка. Не корочка, этот корочка сковородки. Там сковородка отходит.
Мы уже большую часть пути до Гамбурга проделали. Погода резко улучшилась в Германии. Здесь так солнечно, приятно. Африканская чума свиней. Что? Африканская чума свиней, представляющая угрозу для миллионов домашних и диких свиней. Ну, такие дела. Ну, короче, прибыли. Вот здесь будем сейчас жить. 12 часов ехали, короче, ну, как сказать, не просто, мягко говоря, было. Ну, сдюжили Форд, приятно удивил своей непрожорливостью. Всего лишь один раз заправлялись, и то уже под конец самый. Теперь нас двое людей, которые мучают всех камерами. Mixer? We're gonna cook something? You filming that? No. Oh man. Oh, no, fuck, I actually filmed it. Разгружаемся, идем внутрь. Так, заходим. Ну, вот такой обзор шканарей, короче. Шканари вот здесь. Видимо, мы будем тут спать. Ну, так, короче. Шо? По-королевски. Что, ты доволен местом? Без комментариев. Охуенно, по-моему, не? А? 10 из 10. Ну так вот, ребят. А где сайт? Гамбург, должен вам честно признаться, первым впечатлением меня скорее испугал, чем обрадовал. Нам не повезло остановиться, наверное, в самом опасном районе города. И у меня начали закрадываться подозрения о том, что, возможно, в этом районе что-то не так. После того, как мы туда прибыли, я увидел велосипеды без колес. Ну, как бы вот тут вот велосипед без колес, и даже ручки спиздили. Гитары тут оставлять не стоит, я так понимаю. Точно я понял, что с этим районом что-то не так, когда мы только заехали в наш номер, и буквально через несколько минут в нашу дверь постучался наряд полиции. Сидели, готовились ко сну, и раздался очень громкий стук в дверь, вот во входную дверь. Полицейских 10 заломилось просто в нашу комнату. Кажется, в этом великолепном хостеле произошла какая-то поножовщина. Вот смотрите, тут, короче, 5 ментовских автомобилей. На следующее утро я пошел в магазин, чтобы купить себе еды, и виды района меня немножечко ввергли в некоторое удручающее состояние. Так, по первым ощущениям, конечно, чуть-чуть серо и удручающе. Чел идет в носках, он вообще только в носках, бедняга. Жалко его. Ну, это Готэм, пацаны. Ох, в носках, но зато водочку уже он выпивает с утра. Ну, что поделать, как бы, такая ситуация. В общем, район был не сахар. Но в защиту Гамбурга я должен сказать, в тот момент, когда мы уехали из этого района и отправились непосредственно туда, где мы выступали, все изменилось радикальным образом. В том месте, где мы выступали, это клуб Лого. Место, где находится этот клуб, было просто из картинки кинофильма. And I will always love you. Аптечки. И у нас тут произошел некий казус. Я позволю вам сначала самим догадаться о том, что происходит на этом видео здесь. Пожалуйста, смотрите и пишите ваши догадки. Да, потом я озвучу, что на самом деле там происходило в конце видео, поэтому досмотрите до конца, и вы узнаете, чем вот на данном видео занимаются ребята. Заверяю вас, это не то, о чем вы могли подумать. Баржи плавают, гуляют люди, птички поют, осенняя красота. Опа, что тут происходит? Что происходит-то, блин? Мы что, в Питере? А мужик прошел какой-то русский, такой, говорит, что вы закладку тут ищете? Ну, выглядит примерно похоже, да. Так вот, о самом клубе, в котором мы играли, клуб Лого, один из старейших рок-клубов Гамбурга и Германии в целом. В нем выступали такие звезды и легенды, как Oasis, Queens of the Stone Age, Slipknot, и вы не поверите, даже Rammstein начинали там свою карьеру, поэтому нам выступать там было просто безумной честью. Здесь будем сегодня играть. Клуб Лого. Hi. Hello, you did. Нас встретила вокалистка группы Варгазм.
Сегодня здесь выступаем. Клуб Лого. Легендарное место. Много известных ребят выступало. Даже Гаджира здесь играла. Ого, нифига себе. Блин, мы будем на одной сцене стоять, где стоял Лиам Галагер. Вау, Panic at the Disco. Какие имена. Тут был Брэндон Ури, он держался вот за ту, видимо, перекладину. Видеть все эти фотографии на стенах еще молодых ребят из группы Oasis для меня лично было просто неописуемо. Когда я увидел фото Лиама Галагера на стене в этом клубе, я подумал, блин, я стою на сцене, где еще до моего рождения выступал Oasis. Это не описать словами. После того, как мы, собственно, приехали в клуб, начинается традиционная для всех дней гастрольных рутина, раскладывание вещей, установка аппаратуры, саундчек. Приходится очень много ждать и сидеть, потому что особо никуда ты уйти не можешь, так как в любой момент может что-то произойти, и ты резко будешь нужен, но, как правило, этого ничего не происходит, и ты просто сидишь и ждешь, пока чекаются все группы, так как разогревающая группа обычно чекается последней. Просто контраст, сколько всего, смотрите, у челов. Сколько вещей и сколько у нас. У нас вот, ну, относительно немного. Вся наша аппаратура. А вот у них сколько, смотрите, всего. Сейчас будем раскладывать мерч. Хочу просто, чтобы вы заценили, сколько у чуваков мерча. Это все вот их коробки. Вот. И вот это весь стенд их будет. И вот наш скромный столик с мерчом. Кстати, если вы хотите купить мерч, ссылка в описании. Ссылка в описании реально. International shipping даже в, не знаю, в Владивосток доставим. Да. Сам приеду. Repping Sasha with the best merch. Сам концерт в Гамбурге был великолепен, несмотря на то, что люди, которые туда пришли, нас практически не знали. Они действительно нам оказали большую поддержку, и это нас зарядило на дальнейшие концерты в туре. Кстати, совсем забыл добавить, что нашему вокалисту также выпала возможность исполнить партию Фреда Дёрста в одной из песен в сет-листе группы Wargasm. К сожалению, я только на монтаже об этом вспомнил, поэтому вот смотрите, как он прекрасно исполняет партию легендарного Фреда Дёрста. Отыграв наш первый концерт тура, мы отправились в небезызвестный район Гамбурга, Риппербан. Я не знаю, знакомы ли вы с этим местом, но оно имеет довольно неоднозначную репутацию. Дело в том, что это район красных фонарей, и в этом районе просто какое-то запредельное количество борделей, проституток, торговцев наркотиками. Район действительно очень колоритный, мягко сказать. Недостатком стало то, что мы выступали в воскресенье, и особого движа там не было. Район был скорее пустой, призрачный, но даже несмотря на это, мы успели на себе прочувствовать все его красоты. Мы идем исследовать красоты ночного Гамбурга. На знаменитую улицу Риппербан. С древних времен все лучшие вебкам-модели мира приезжали сюда, чтобы поработать. Сейчас мы идем заценить, что да как. Саня идет искать себе любовь в жизни. Да, мне кажется, я сегодня найду. Поднебесному сюда. Я надеюсь, что мне еще однажды удастся вернуться в Гамбург и походить по нему, посмотреть, поснимать. Потому что, по-моему, город очень интересный. Мне, в общем, очень понравился Гамбург. И я также надеюсь, что вам понравится это видео. Пожалуйста, пишите комментарии, ставьте лайки, ставьте большие пальцы вверх. Это мне очень поможет в дальнейшем снимать ролики, так как сейчас, особенно при блокировке YouTube, начинающим блогерам максимально тяжело пробиваться. И я знаю, что такого контента о концертах в русскоязычной сфере YouTube мало. Мне бы хотелось реально делиться с вами этим. Это реально очень сильно поможет. В общем,
спасибо за просмотр. И как обещал, сейчас я вам расскажу, что же произошло в этих кустах. Дело в том, что в момент съемки вот этого вот видео, возможно, кто-то внимательный из вас увидел, что что-то улетело в ту сторону. Аптечки, аптечки. Are you calling them or what? My ring! What? Your ring? Фак. К счастью для Александра, это было довольно дорогое его сердце кольцо, и он, скажем так, очень сильно пытался найти его в этих кустах. Это, конечно, напоминало мне сцену поиска некоторых других веществ, вещей, предметов. Ну, в общем, вот так. В общем, еще раз большое спасибо и пока.